Всем привет! Сегодня я покажу упражнение на постановку правой руки, которое позволит начинающим играть быстрые ритмические рисунки и в дальнейшем улучшить эти навыки до скоростной техники. В данных упражнениях рекомендую использовать мягкий медиатор 0,5-0,6 мм. В правой руке мы совершаем удары вниз и вверх и можем подключать разные мышечные группы в зависимости от поставленной задачи. Первый вариант – использование всей руки. Кисть, предплечье, локоть, плечо. Выглядит эффектно, но не очень экономичное движение. Применяется обычно на концертах, когда нужно добавить экспрессии. Второй вариант – кисть, предплечье, локоть. При этом движении локоть выполняет 90% всей работы, кисть и предплечье статичны. Эта постановка автоматически появляется у всех начинающих. Из плюсов она доступная, из минусов крайне ограничена по скорости и точности. Третий вариант – кисть предплечья. Достаточно универсальная постановка, хорошо подходит как для игры аккордов, так и для мелодий. Сегодня научимся этой постановке. Первое упражнение для включения нужных мышц. Выпрямите ладонь и кисть, слегка прижмите локоть к телу. Поверните руку по часовой стрелке до упора. Затем поверните руку против часовой стрелки до упора. Продолжайте делать эти два движения, увеличивая скорость до максимума. Примерно через минуту вы почувствуете усталость в районе предплечья. Именно эти мышцы нужно научиться включать при игре на гитаре. Сделайте небольшой перерыв и повторите еще 3-5 подходов. Второе упражнение. Возьмите медиатор, немного согните кисть и проделайте то же самое. Третье упражнение основное. Возьмите гитару, заглушите левой рукой струны, совершайте удары вниз и вверх по струнам, используя мышцы предплечья и кисть. При игре до упора доворачивать кисть не нужно. Главное равномерно попадать по всем струнам и двигаться в этом диапазоне. При этом локоть практически неподвижен, импульс и начало движения идет от предплечья. Самая частая ошибка, которая встречается у начинающих, когда импульс движения идет от локтя и переходит в предплечье и кисть. В этом случае можете левой рукой зафиксировать кисть, чтобы локоть не включался в работу. Пробуйте бить по струнам так. Затем уберите руку и старайтесь сохранить характер движения, не подключая локоть. Четвертое упражнение. Играйте удары вниз и вверх по драм-машину, постепенно увеличивая темп. При увеличении темпа локоть будет включаться в работу, за этим нужно следить. Пятое упражнение. Возьмите популярные ритмические рисунки и играйте их, сохраняя технику. На начальном этапе следите за правой рукой. На полную автоматизацию навыка понадобится 5-10 часов занятий, у каждого по-разному. Можно уделять этим упражнениям по 5-10 минут в день, постепенно совершенствуя технику.